Всем привет! Мы съездили на еще один турнир с Ульяной, и в этом видео я поделюсь опытом, приобретенным как тренер, как папа на этом турнире. Расскажу немножко о подготовке к этому турниру. Да, этот турнир она выиграла, но это не главное. Победа была больше в другом, не в первом месте. Обо всем по порядку. Поехали. Долго не играли турнир. Начну с этого. Последний турнир играли в сентябре месяце, даже в середине сентября, да, уже середина октября, середина ноября и начало декабря, 2,5 месяца. Пытаемся до сих пор совмещать и гимнастику, и теннис. Был такой график, были подготовки к гимнастическим турнирам. Потом не было турниров в Берлине, и какое-то здесь такое понимание, что вот турниров нету в Берлине, да, там, и там плюс-минус рядом, там, не знаю, что тут рядом, хотя Лейпциг это очень рядом. И дети могут по 2 месяца, там, по сколько-то не играть турниры. Ну, типа они играют в форбанд, типа какие-то вот эти вот игры командные, да, и, ну, хоть какую-то практику имеет. Плюс еще есть вот эта вот федерация Берлина, там дети встречаются между собой и тоже как бы играют какие-то матчи внутренние. Ну, как-то в моем понимании все-таки это должен быть именно турнир, чтобы человек участвовал. На турнире мы не находимся пока в федерации или вообще в ней не будем находиться, я не знаю. Поэтому решили просто поехать уже сыграть турнир, чтобы был большой перерыв, потому что я знаю, насколько тяжело потом становиться играть. Очень много страха, когда долго не играешь. В общем, решили поехать, но долго до этого не играли. Это был турнир с зеленым мячом. У меня уже как бы был опыт с Ульяной перехода от полноценного мяча, полноценной плотности к зеленому. Это происходило безболезненно. В этот раз это тоже было безболезненно. По сути дела, мы в понедельник еще тренировались полноценным мячом полной плотности. Вторник, среду, четверг и пятницу 4 дня поиграли мячом зеленым. Переход был абсолютно безболезненный. Никаких там жалоб на то, что там мяч что-то не так летит. То есть просто перешли и перешли. По-моему, даже стало как-то легче. Чуть мяч опять же прощал ошибки, но незаметно это сделали. Чего очень не хватало в подготовке. Не хватало, мы не сыграли никаких игр матчевых. Да, это практически невозможно сделать, потому что Ульяна заканчивает школу раньше, чем обычные дети, которые ходят в немецкие школы. И у всех эти дни все время расписаны. Вот это вот, опять же, федерация, которая существует, по-моему, только там какие-то более не менее играющие дети могут поиграть между собой. Практически не вижу здесь каких-то коммуникаций, где могут соединиться одного уровня люди и просто играть без федерации спокойно там раз-два в неделю. На счет, в редких случаях это получалось, летом это было больше. Здесь у нас есть несколько людей, с которыми можно было бы сыграть, но у них эти дни расписаны, или у них на это время не получалось. Это был огромный недостаток, что мы матчевые встречи даже не сыграли, то есть тренировались просто вдвоем. Я считаю, это недостаток. Главные изменения, которые мы внесли от прошлого турнира к этому, мы научились подавать крученую подачу. Это была тяжелая работа. Мы работали где-то месяц-полтора. Эта работа не закончена, да, есть еще очень много над чем работать, но все-таки эта подача уже не толчком. То есть Ульяна научилась ее крутить. И расскажу про процесс обучения, да, как мы это делали. То есть мы делали, как я называю эту тактику, перетягивания каната. И на процесс обучения крученой подачи, да, когда мы начали, ушло достаточно много времени, и полностью потерялась первая подача, потому что был смещен подброс влево, поменялось касание. Да, стала вторая подача, я начал ее подавать, начал ее плюс-минус чувствовать, появилось какое-то движение, естественно, на это ушло много времени, я уже повторяюсь. Но потом еще был такой процесс объединения этих подач. Само перестроение, да, когда человек научился кидать влево, и потом на первую он кидает уже по-другому. Как выносится рука, да, здесь она идет больше как на кик, на крученую подачу сюда, да, а здесь она идет больше сквозь мяч. И этот процесс был достаточно тяжелым, да, очень много времени на это ушло, но по сути это был первый турнир, на котором эта подача выглядела как крученая. И я очень много об этом буду говорить, потому что вокруг этой подачи много чего происходило. Это те изменения, которые мы внесли. Турнир начинался в субботу утром. Это находится город, по-моему, в 200 с чем-то километрах, Лейпциг от Берлина, да, но я предпочитаю все равно на такие турниры ни в коем случае не выезжать с утра. Вообще не понимаю людей, вот это, которые выезжают, допустим, там в 6 утра,
выезжают с ребенком, будят его в 5, допустим, он спит 2 часа в машине, потом он должен выходить играть. Наверное, это экономит деньги на отеле, да, но я не хочу упоминать имен, но я знал отдельных людей, которые играли на 8 утра турнир в Николаеве, да, и с Одессы выезжали в 6 утра на машине. А потом удивлялись, что ребенок что-то не двигался с утра. Но лучше вообще не ехать тогда. Я когда тогда спрашивал, говорю, что в Николаеве не остановиться. Ой, там нет ни одного нормального отеля, ни одного нормального места, где можно переночевать. Ну, опять же, какие-то свои критерии, может, для каких-то людей действительно в Николаеве не было там места, где остановиться. Но я не понимаю тогда вообще, зачем ехать на турнир. Я сократил немножко работу, то есть, может, слишком бы накладно было ехать. Мы выехали что-то около 7:30, да, там приехали 9:30, слава богу, был открыт там кафе рядом, покушали. Опять же, моя идеальная картинка такая, что ребенок там должен выспаться, он должен уже в 10 спать, но опять же, это Ульяна, она взяла там какие-то бомбочки для ванны, ей надо было там покупаться, я ей что-то разрешил, где-то наслаждался временем с ней вместе, да, как я говорил в видео, 1 на миллион, то есть это такое, как бы, моя отцовская любовь превышала какой-то там тренерский режим дня, и я тоже буду к этому возвращаться. То есть картинка была не идеальная, легла достаточно поздно, да, там 22:30, с учетом того, что надо было вставать в 7 утра. Могу поделиться лайфхаком, кто не экономит как бы и тоже снимает такие номера, да, чтобы ребенок выспался полноценно, а не тащить его утром в машине. Обязательно берите отели всегда с завтраками. Потому что незнакомый город, вы приезжаете в незнакомый город, искать какое-то место, которое открыто, особенно если город маленький, чтобы позавтракать. То есть очень удобно выбирать все время отель с завтраком. Я уже как бы эти лайфхаки на себе испробовал, и поэтому все время выбираю отель с завтраком. Мы проснулись в 7 утра, покушали, собрались, и, в принципе, там нам до кортов было там 17 минут ехать. Мы доехали, были на кортах, что 8:38, около такого. Расскажу немного о системе и организации турнира. То есть людей было мало, была круговая система, каждый должен был играть с каждым. Играли на время, 40 минут, no ad. Нету больше-меньше, то есть решающий мяч на ровно, принимающий выбирает квадрат, куда подавать. По истечению времени выходит судья, дает свисток, и это означает, что время закончилось, но вы доигрываете гейм, и уже этот счет является конечным. Был на харде, да, турнир. Что я хочу заметить, что несмотря на малое количество людей, была бесплатная вода, бесплатные соки, бесплатные бананы, бесплатные шоколадки, хотя, по сути дела, там было очень мизер участников. Что зарабатывает клуб с такого турнира, просто не понимаю. Хочу отметить, опять же, просто неимоверные залы вот в этих маленьких городах, да, просто не видел такого зала в Берлине. Какие кидали там девочки свечки, ни разу потолка не коснулись. Просто масштаб зала, это, ну, как, ну, только вот на Лейвер-арене, наверное, такой потолок видел, когда Рут Лейвер этот кап был здесь, этот, как он назывался, Убер-арена. Почему в таких городах такие комплексы, как они существуют, просто загадка. Комплекс просто шикарный, корты были оснащены судьями. Это не были прям такие там вовлеченные судьи, которые там живут своим делом и, наверное, в будущем станут судьями, но это, опять же, не были и пенсионеры, да, которые выходят один раз в 4 часа, просто постояли 2 мяча, когда спорный момент, и опять же отвалили. Это были люди, которые сидели на играх от начала и до конца. На кортах разрешалось присутствовать родителям, но типа нельзя было коучинг делать. Хотя папа одной девочки там просто с ней разговаривал даже во время розыгрыша, замечания за это никто не делал. То есть корты даже обслуживали судьями. Считаю, организация для такого маленького турнира была просто фантастическая. Расскажу про главного конкурента, который был на этом турнире, Ульянин конкурент. Эта девочка уже обыгрывала Ульяну 2 раза до этого, да, и как бы мама сказала, что эта девочка там заявлена, что она будет играть. Я ни разу не видел, как Ульяна проигрывала этой девочке. Ну, Ульяна что-то хотела с этой девочкой играть первой. Хотя мне бы наоборот, если бы я играл, я бы хотел играть не первой с главным конкурентом, но Ульяна хотела играть именно с ней. Мы много говорили про подачу с ней, да, чтобы начать подачу подавать не первую и вторую двойную, а начать со вторых подач. Я об этом еще много буду говорить, но в игре этого я не увидел, она делала по-другому. Тем не менее, они стали играть, девочка была очень такая заряженная, напористая, шла вперед. Ульяна подавала каждый гейм по 2 двойные,
все, что я ей говорил там по поводу того, чтобы не ударить первый мяч, а вкрутить 2 вторые, просто сделать вторую быстрее, но начать розыгрыш, потому что по розыгрышу она выигрывала, но из-за того, что каждый гейм она умудрялась подавать 2 двойные, а тут где-то и больше, то девочка выигрывала все Ульянины подачи, а Ульяна выигрывала все ее подачи. Так длилось до 4-4. При 4-4 Уля подала без двойных гейм, да, счет стал 5-4. И на 5-4 уже судья дал свисток, но Ульяна выиграла этот гейм, то есть была победа 6-4. На какой тактике она выигрывала? Да, девочка была там на 2 головы выше, била гораздо мощнее, то есть все на той же тактике, про которую я рассказывал там в последнем опыте турнира. Она оттягивалась грамотно назад, делала глубокую защиту назад, где-то девочка выходила вперед с неподготовленной атаки, и Ульяна обводила ее как через сторону, так свечкой. То есть где-то, где девочка играла совсем коротко, Уля заканчивала мяч, да, и опять же где-то сама ее вытягивала просто укороченным вперед эту девочку, девочка играла мягче, и опять же ее обводила. Девочка создавала все сама, и Ульяна играла полностью на ее скорости. То есть была достигнута такая победа, и казалось бы, что все, вот можно было выдохнуть, все, вот обыграли главного конкурента, турнир закончился, с остальными будет гораздо легче. Я на этот момент не придавал особого внимания, кто играет на кортах дальше, но сейчас об этом больше расскажу. Вторая игра была с девочкой, которую мы, оказывается, тоже знали. Моя жена ее знала, да, она общалась с ее мамой. Но, опять же, я смотрел, там где-то через корт играли какие-то девочки, и я не присматривался особо. Ну, темп был другой, они играли медленнее, да, и казалось, что это как-то игра другого уровня. Началась вторая игра, и девочка просто играла полностью от защиты. Вот девочка кидала назад, она кидала до упора, она кидала 100-120 раз. Один розыгрыш был 212 ударов, я посчитал. То есть среднестатистический мяч был 60 ударов. То есть это не был какой-то там красивый теннис, они просто кидали свечку. У Ульяны дрожали руки почему-то, она просто с первого удара решила не бить, и девочка кидала точно так же до упора. При том, что Уля была даже более вынослива, чем эта девочка, и она могла бегать больше, да, если розыгрыш был просто длинный, и в конце кто-то сдыхал, то сдыхала чаще эта девочка. Но, тем не менее, мне эта игра вообще не нравилась, потому что Уля играла только от защиты и вообще бездействовала. И чем больше она играла от защиты, тем больше у нее был страх в дальнейшем действовать. Опять же, абсолютно не работали подсказки с точки зрения того, чтобы подать 2 крученые, но не давать 2 очка двойными подачами. Каждый раз, когда я говорил, почему ты бьешь эту подачу, когда она приходила на переход первую, если каждую твою вторую подачу идет двойная, каждую вторую идет двойная, она говорила, я хочу не только подавать подачу, я хочу выигрывать очки. То есть достучаться было невозможно. Я говорю, сколько ты тех очков выиграла, но каждый гейм ты отдаешь по 2 двойные. Опять же, до 2-1 она подавала двойные, она проигрывала 2-1, потом сделала 2-2, при счете 2-2 была ее подача, это был первый гейм, в котором она не сделала двойных, да, и она повела в счете 3-2. При счете 3-2, 30-0, 0-30 на подаче девочки, судья дал свисток. И Уля выиграла такой достаточно хороший мяч в беге, но там какой-то диагональ сыграла такую пошире, и девочка сыграла в аут. Стало, по-моему, 15-40 на подаче девочки. И получается, что если посчитать 15-40 и no add, у Ули был тройной матчбол. И все 3 мяча она сыграла вот в долгую. То есть уже закончились все игры, стояли просто люди, ждали эту игру. И последний розыгрыш был 212 ударов, я посчитал. И последние мячи уже, когда Уля начала просто задыхаться, что мне понравилось, она все-таки попыталась последними ударами на полном выдохе забить. В итоге попала в маленький аут. Счет стал 3-3, как бы, и была такая ничья. Потом было такие еще там 2 девочки, они не играли особо в теннис, было понятно, что на них можно будет набрать разницу в геймах, но, грубо говоря, решалось все между этими 3 девочками. Между этой фавориткой турнира, которая в кавычках была фавориткой, которую Уля обыграла первая, и вот этой девочкой, которая была такой, как темная лошадка для нас, которую мы не рассматривали как соперницу, но которая в итоге, если расскажу позже, стала главной соперницей Ульяны. И Уля как бы после игры такая говорит, ну я же не проиграла. Я говорю, да, ты не проиграла, окей, сейчас посмотрим. И по большому счету как бы разница на слабых девочках и для вот этой девочки, которая с Улей сыграла 3-3, и для Ульяны была не проблемой, но была только проблема в том, что вот эту девочку, которая была якобы фавориткой, Уля обыграла 6-4, и разница была 2 гейма. Мы подождали, еще перерыв был, пошли на следующие игры, и потом вот это вот, когда была уже игра последняя, да, Уля играла со слабой девочкой, а вот эта вот девочка Соня, с которой Уля сыграла 3-3, она стала сыграть с той фавориткой турнира, которую Уля обыграла 6-4. И они стали на параллельные корты. И я попросил Улю
все-таки не подавать эту первую подачу. Я объяснил, что ей очень нужна разница геймов, потому что у тебя ничья, и, судя по всему, победа у тебя будет одинаковая с той девочкой, с которой у тебя ничья. И попробуй нащелкать как можно больше геймов. Понятно, что эту девочку обыграешь. Понятно, что ты даже с двойными ее обыграешь. Но попробуй воспользоваться временем и максимально нащелкать геймов. Но нащелкала она типа максимально, как могла, 8-1. При том, что девочка там и ревела, и долго там сидела на коленках у папы в переходе. Но случилось другое. Вот эта вот девочка, которая играла от защиты, она полностью сломила ту девочку, которая считалась фаворитом турнира. И со счета, по-моему, 1-2-0, я просто даже Уляне боялся говорить, какой счет. Драй 0, Фюнф 0, Зибен 0, Ной 0. Короче, эта девочка закатала фаворитку турнира 11-0. Вот это вот защитница, которая кидает наверх. И мне было понятно, что, ну все, типа, Уля первое место не занимает, ну... Никак. Я не знаю, смотрела ли насчет Ульяна, который был на корте рядом, но я смотрел и понимал, ну все, мы пролетаем, типа. Я ей сказал, говорю, какой урок? Она говорит, урок несправедливо, я никому не проиграла, почему так? Я говорю, у тебя же было 3-2-40-15, ты не использовала? Урок надо обыгрывать, а не играть в ничью. И попробовал ей объяснить, что 3-2-40-15 это у нее был, по сути дела, тройной матчбол. Но хотя бы первый матчбол она должна была сыграть с давлением, потому что у нее был запас в счете, а у девочки не было права на ошибку. Она сыграла все на удержание. Все, мы пошли, сели, сидим возле стола, я уже там договариваюсь, у меня там еще один ученик играл в Лейпциге, турнир, ехать смотреть игру, и думаю, ну, немцы, чтобы что-то придумали, что они сейчас придумают. Посчитают разницу геймов, на этом мы закончим. Выходит немец, говорит, не, несправедливо, говорит, геймы считать, у них ничья, пусть играют суперфинал. Я говорю, окей, супер, через сколько? Через полчаса. И вот это самое крутое, что случилось на этом турнире. Как вы обычно разговариваете со своими детьми, да? Ну, не знаю, как вы, я не ношу розовых очков, стараюсь их не носить по поводу своих детей. Иногда я разговариваю, мне даже жалко времени, которое я трачу, потому что я понимаю, что, боже, что я говорю и кто это сделает. Мы сели, поговорили, и я начал ей говорить о страхе. Я говорю, смотри, эта девочка сыграла с тобой в ничью, но она не сыграла в ничью с тобой, которая играла на 100%. Она сыграла в ничью с тобой, которая боялась показать что-то большее и выйти за определенные рамки. Если ты сможешь не перебивать мяч, как она, а попробовать ее вытянуть чуть-чуть вперед, да, из защиты, использовать короткие мячи, которые она тебе дает, в атаку, даже если ты будешь ошибаться, но показать что-то другое. Кидая мяч, ваша игра одинаковая, уровень одинаковый. Но ты умеешь больше, чем она. Она умеет только кидать. Попробуй сделать то, что мы учили, вот как я показывал видео, да, как обыграть качальщика. Длинная свечка, косой, втяни ее вперед и потом пробивай в длину. Попробуй где-то, где она подает вторую подачу, потому что она очень глубоко кидает свечки. Это был самый короткий момент для атаки. Использовать вторую подачу, потому что это был самый мяч, который давал Уляне войти ближе. Обязательно эту подачу пробивать. Попробуй все-таки не подавать эту подачу первую, которая Уляна говорила, что ей приносит очки. Не давать ей двойные, потому что ты опять же давала ей до 2-2, в каждом гейме 2 очка двойными. Мы поговорили. И очень важно было, я говорю, не начинай просто со свечки, начинай с выдоха, попробуй бить. Даже если потратишь какое-то время на ощущение удара, то очень важно, чтобы ты показала другую игру. Я говорю, при такой игре, ну, неизвестно. Поговорили, потом мне опять же моя эта идеальная картинка, как мне хочется, чтобы это выглядело, да, мне все время импонировала Вондросова, да, когда она была юниором, когда я был на турнирах. Меня раздражало, когда там даже мои ученики там где-то бегали, в сало играли, где-то их должен был искать все время перед играми. Мне все время нравилось, как относилась Вондросова к игре, да, она приходила в наушниках, растягивалась, она была все время сама, с ней был рядом тренер, игра заканчивалась, она делала послематчевую растяжку и растворялась. Она никогда не находилась в этой толпе, не бегала вокруг кортов, не играла в сало, в казаки-разбойники. Что-то мне, наверное, хочется такое же видеть в Уляне, но, тем не менее, Уляна там послушала меня, да, и села играть в телефон, там, ТикТок, эти Reels, это просто там... Потом за 10 минут до игры я попросил ее размяться, она что-то поразминалась, опять же, не так интенсивно, как мне хотелось, но, тем не менее, она сделала это. Закончился перерыв, нас вызвали на корт, мы еще раз все переговорили, я говорю, смотри, самое главное, покажи то, что ты умеешь. Если она тебя обыграет, такую, которая раскрылась, без проблем, значит, это ее. Но ты говорила, что это несправедливо, давайте ей первое место, вот тебе дали шанс. Сейчас это будет полностью справедливо. Судья сразу сказал, что ничьи не будет, даже если будет на 40 минут свисток и будет счет ровный, да, то потом еще будет играться тайбрейк.
Размялись, начали играть, что мне очень понравилось, Уля начала выдыхать. С первого удара был такой громкий выдох, и она начала бить. Она била с какими-то ошибками, с каким-то браком, она полностью выполняла установку, она атаковала вторую подачу, она вкидывала глубокую свечку, да, и где-то, где девочка делала свечку назад, она закидывала ей косой кросс. За косым кроссом девочка бежала не просто в сторону, да, она еще таким образом двигалась вперед. И после того, как она заходила вперед, Ульяна пробивала ей назад. У нее было достаточно неплохое принятие ошибок, да, у нее какие-то были вещи, где она доигрывала мяч прям до выигрышного, била его максимально хорошо, но был маленький аут, и, в принципе, как бы такой истерики там прям не было. Единственное, что был момент абсолютно мне непонятный, в первой игре она проигрывала 2-1 и владела собой, но здесь какое-то вот это вот, наверное, желание чрезмерное, что называют разрушительной силой желание выиграть. При счете 2-1 были такие слезы, я сказал, если начинаешь плакать, я просто уйду. И стал счет 2-2, и вот при счете 2-2 произошел просто перелом. Вот просто перелом. Вот девочка кидала мячи, да, длинно, и вот эта вот комбинация длинная свечка, косой кросс, атака. Ульяна переламывает ее, она начинает ей забивать, вот просто переигрывать ее со свечи на свечу, та кидает свечу короче, и она или атакует напрямую, или с этой свечи закидывает косой, девочка добегает, и она и пробивает. Что очень порадовало, она опять же не послушала меня, только со слабыми девочками подавала вторую подачу. Она подавала опять и первую, и вторую, но каким-то удивительным образом на финале двойные закончились. То есть она не отдавала очков подачи вообще. И переломный гейм был на 3-2. Девочка попробовала сделать что-то активно сама, и в принципе у нее даже где-то что-то неплохо получалось, но Ульяна пробила короткие мячи, все. Девочка пробовала сделать ее короче, она переиграла ее с короткого на короткий. Девочка попробовала ударить с того косого, который делала Ульяна, не в отыгрыш, не доставая, а тоже рискнуть, но Ульяна и этот мяч закрыла в пустой корт. И при счете 4-2 я уже посмотрел на часы, оставалось 15 минут. В принципе, так насколько длинными были розыгрыши, мне было понятно, что, наверное, даже 4-2 хватит. Но когда Ульяна пришла на переход, чуть-чуть позже я к этому вернусь, я ее обманул на время. И при счете 4-2 девочка посмотрела на тренера и вот так вот развела руки, типа, что делать? И девочка начала бить сама. В этот момент я понял, что это победа, потому что девочка отказалась от своей тактики, и она не знает, что делать. И вот здесь был такой момент просто удержать этот гейм, да, когда девочка начинала бить, для того, чтобы показать ей, что и в эту игру она ей не проигрывает. Уля сделала 5-2. Тут я уже на 90% понимал, что это победа, но когда она пришла ко мне на переход, я ее обманул на время. Она спросила, сколько оставалось до игры, оставалось 7 минут до конца игры. Я сказал, что минут оставалось 15 или 12 минут, и попросил ее не спешить. И вот здесь произошло самое удивительное. Я просил ее не спешить, поскольку розыгрыши были длинные, и я думаю, блин, главное, чтобы она сейчас в один удар просто не начинала играть и все остальное. Короче, подает девочка подачу в один удар. Бум, только она попадает. Подает вторую подачу, бум, второй удар попадает. И я ей показываю, типа, я же тебе сказал, типа, не спешить, говорю, типа, ну, я понимаю, что если сейчас, грубо говоря, вот такими темпами, да, там оставалось 7 или 8 минут, если допустить там 7-8 ошибок, на 5-4 раздастся свисток, гейм надо будет доигрывать, и, ну, может быть и 5-5, и потом заставят играть тайбрейк. Но Уля попала эти удары на отмашь, и это... Счет стал 6-2, и судья зашел, дал свисток ровно на этом моменте, когда Ульяна шла за мячом к фону. После игры я спросил ее, что ты делала, я тебя спросил поддержать мяч, она говорит, я уже поняла, что я не проиграю. И это был самый замечательный пример того, насколько, когда Ульяну победил страх, когда Уля проиграла страху, счет был 3-3, да, и когда Ульяна смогла победить страх, когда она смогла показать весь свой потенциал, насколько это была разница в уровне между девочкой и Ульяной. Это была такая хорошая победа. Почему я делал так со счетом? Из-за своей нищей ментальности, да, которую я когда-то наблюдал в Динамо Киеве, даже когда тренировал Валерий Васильевич Лобановский. Мне очень тогда команда нравилась, но вот у Динамо был такой какой-то барьер, да, если она играла даже с крутой командой, там, с Реал Мадридом, с Ювентусом. Она забивала гол, да, и пыталась все время удержать счет. И я очень не хотел, чтобы у Ульяны это было, чтобы она забивала гол и пыталась удержать счет. Потому что само по себе удержание – это страх действовать. Но тем не менее, когда уже было 5-2, я предложил ей эту модель удержания счета, она меня не послушала и выиграла 6-2.
Главный, наверное, experience, главный инсайт этого турнира — это победа над собой. У Ляны есть цель, она хочет купить себе iPhone, да. Не знаю, играла ли она за призовые деньги, которые я обещал ей после турнира. Надеюсь, что это был не главный стимул, который двигал ей. Но это было впервые, когда я увидел ее, которая смогла собой управлять, которая может анализировать, что происходит, которая слышит меня, которая делает то, что говорю я, да, я всегда говорю, что тренер должен проигрывать с игроком, и даже если игрок проигрывает с тренером, я считаю, это лучше, чем победу в рознь, когда указания тренера были не выполнены. После игры я попробовал поделиться с ней, да, спросить у нее, какие эмоции она испытывает. И она сказала, там, приятные эмоции, там, все, в принципе, были довольны, да. И дело даже, опять же, не в результате, а вот в этих вещах, которые произошли. Первый раз я видел такое в ней, в изменениях, которые за последнее время произошли. И я спросил у нее, насколько она понимает, что ее действия могут приносить радость людям, которые ее окружают. И также разрушать все вокруг, когда она делает все там сикость-накость. Были приятные эмоции, я не часто могу такие эмоции получить в жизни, но это было приятно. Это был мой опыт из турнира в Лейпциге с Ульяной. Если вам нравится такой контент, я могу делиться им чаще с турниров. Показывайте реакции и не старейте на корте. Пока.